глушители черные, 130 тысяч пробега. Мы сейчас замерим нашим аппаратом Копелек количество частиц сажи. Сейчас там BMW-сты меня сожрут в комментариях на завтрак и обед и ужин. Этот мы отдаем обратно на завод BMW, они будут его восстанавливать. Я первый раз действительно регистрирую замену сажевого фильтра, а не мойку. Тучу 1000 евро. Всем привет. Всем чао, всем там здрасте, еще как-нибудь, как угодно. Короче, всем добрый привет. Сегодня у нас BMW. Все любят BMW, я тоже. Очень люблю BMW. У нас сегодня G11 740 дизель. И у нас проблема с сажевым фильтром. А проблема с ним какая? Он начал пропускать неэффективность, ошибки на неэффективность сажевого, миллиард частиц, глушители черные, 130 тысяч пробега. Надежно. И это уже 4-я машина G-серии. 3-литровый, 4-литровый, я думаю, 5-литровый, неважно. Уже 4-я машина с проблемой с тем, что сажевые рассыпаются. Вот такая вот грустная история ожидает владельцев G-шек. И все машины с пробегом до 200 тысяч. Конкретно вот этот экземпляр был куплен здесь у нас в Латвии новым. И здесь 130 тысяч пробега. 130 тысяч. И сажевый уже сдох. Я боюсь представить, что будет дальше. Ну да ладно, это все лирика. Сейчас там BMW-сты меня сожрут в комментариях на завтрак и обед и ужин. Но как есть. Как видите, мне приходится этим заниматься и менять его на новый, потому что он сдох. Вот такая вот грустная история. Но что, ничего не поделать. Клиент решил ставить новый. Ставим новый BMW оригинал. Заказали. Он идет обменный. Надо вернуть старый на завод. Стоит тучу 1000 евро. Мы же не раскрываем цену, правильно? Не раскрываем. Ну, короче, нормально он стоит. Не масло поменять, подороже чуть-чуть. Вот, работка тоже достаточно трудоемкая, тяжелая, ну, как и на всех джишках. Я думал, что на 7-ке будет чуть побольше места. Потом на 7-ке я не снимал на 5-ках G30. На 6-ке одной джишки, не помню, G какая она, тоже снимал сажевый. Там было одинаково с 5-кой, я думал, на 7-ке будет побольше места, но BMW обо мне не подумала и сделала еще меньше места по ощущениям. Ну ладно, попробуем его вытащить аккуратно, посмотрим, как у нас это получится. Все по стандартной процедуре. Единственное, что у меня были все 30-е дизеля, это 40-й дизель с 2 турбинами, и вторая турбина там мне чуть-чуть сверху мешается с доступом к датчикам и прочему. Но я так посмотрел, пока выглядит, что вроде у меня все получится, я до всего доберусь и дотянусь. Мы будем смотреть по ходу, пока у нас красиво сливается антифриз, пока мы рассказываем вступление про этот прекрасный автомобиль BMW. А сливается у нас антифриз почему? Потому что нам надо снимать форсунку AD-Blue, и я ее снимаю полностью и сливаю антифриз, потому что она мне мешается, чтобы вытащить этот сажевый мимо мотора и лонжеронов. Там мало пространства. И приходится много чего разбирать. На джишках, чтобы снять сажевый, надо снять весь выхлоп. На иксе я только не снимал весь выхлоп. Посмотрим здесь, как получится. Потому что он тоже мешается, упирается. И обычно я снимал весь выхлоп. Там куча датчиков, лямбда-зонды, датчики температурные, ноксы. Короче, датчиков больше, чем в Гольфе 2 на всем моторе. Только в выхлопе. Ну, примерно вот так вот. На сегодняшний день. Так это все происходит. Ну что, сейчас сольется антифриз, продолжим разбирать этот прекрасный автомобиль. Сажевый у нас уже лежит на месте. Мы снимем, все сравним. Если все окей, запихиваем новый сажевый обратно. Все собираем, заливаем антифриз и погнало. Еще как минимум на 130 тысяч. Может быть и подольше, не знаю.
Уже как полчаса. Никаких новостей. Ну что, у нас прикипела подушка к кронштейну. Они часто прикипают, но тут прикипела так, что ничего не помогает ее выдернуть. Кронштейн мотора, который прикручивается к блоку и к подушке мотора, с подушкой стал одним целым. Алюминий окислился и прикис к алюминию. И я уже, не знаю, какой третий час пытаюсь как-то отбить, на ночь замачивал. Вообще ноль результата. Чувствую, я еще чуть-чуть попробую и буду, наверное, отрезать как-то подушку и на столе уже выбивать. Потому что, чтобы снять сажу, мне надо снять и кронштейн, и подушку. Совместно я их не могу оттуда вытащить. Я их по отдельности всегда вытаскиваю. Короче, вот такая вот история неприятная. Не знаю, сколько мне еще понадобится времени. Вот так вот бывает в этой работе, что планируешь за 4 часа сделать работу, допустим, а втираешься на 2 дня. Из-за какой-то фигни, из-за того, что просто окислился алюминий, и теперь это стало одним целым. Такая вот грустная история. Ну что, вот он. Вот он. Пришлось поварварствовать немножко с подушкой. Но я клиентам... Громко, да, сказал? Мы предупредили клиента, что, сейчас я буду греть на полу, уже в тисках, бить и выбивать эту подушку. Будем устанавливать новую. Вот там уже лежит наш новенький сажевый. Сейчас буду его скомплектовывать и засовывать назад, а этот мы отдаем обратно на завод BMW. Они будут его восстанавливать. Вот так вот мы встряли на лишних 3-4 часа. Вот из-за этого. Ну что, вот кронштейн, который прикручивается к моторному блоку. Вот так к блоку. Подушка прикручивается к подрамнику, переднему мосту. Вот здесь вот они крепятся друг к другу одним болтом. Но она настолько внутри скипела, что по месту я не смог никак их рассоединить. Я их заливал и оставил на ночь. И что угодно мы делали. И пытался я нагреть, но там греть тоже как бы не очень, потому что, вокруг куча всяких трубочек, проводков и прочего. Поэтому пришлось прийти к такому решению. Установим новую подушку, хуже от этого точно не будет. Потому что и так я здесь пытался выбить, бил, она уже, понятно, потеряла свои свойства. К сожалению, так. Первый раз у меня они срослись так, что я не смог рассоединить. Они, да, прикипают друг к другу, но обычно один ударчик легенький через удлинитель, все друг от друга отлипало, и было все окей. Никаких проблем. Тут, к сожалению, вот такая вот проблема. Из-за этого пришлось потратить кучу лишнего времени. Но вот, к сожалению, эта машина всю жизнь ездит у нас в стране, и, видимо, наши реагенты и прочее ее решили поесть. Хотя ей всего 6 лет. Такая вот история. Грустная, я недоволен, расстроен, потому что потратил много времени. Из-за этого получается пробка из машин, которых надо делать. Я рассчитывал, что сегодня к обеду я ее закончу уже. Но, видите, к обеду я только снял. К сожалению. Ладно, будем продолжать дальше. Будем собирать сейчас новый сажевый, устанавливать все датчики. Меняем еще датчик противодавления на новый, прокладку. Сейчас я буду его закидывать. Сейчас уже должна прийти подушка. Я отобью эту и буду собирать уже назад. Надеюсь, к вечеру, край, завтра утро я уже закончу эту машину. В планах было сегодня днем закончить. Как есть. Спустя час изысканного удовольствия на столе, спустя час нагревов и прочих воздействий, я отковырял эту штуку. Просто все засахарилось. Пришлось ее пилить. Хорошо, что я начал все-таки выломал эту подушку там. Никогда бы в жизни я ее на месте не снял. А если бы кто-то хотел бы ее поменять, тоже бы прикололся. По той же схеме бы пришлось выламывать. 19-й год было. Засахарилось. Короче, вы поняли, что хотел сказать.
Прошел год. Ну что, мы снизу собрали по механической части почти все. У нас только там куча защиты еще осталось. Сейчас я собираю сверху. Все, что касается сажевого, все, что мы разбирали. Коробку фильтра тут надо поставить. Там провода, еще что-то. По мелочам. Сейчас соберу сверху. Когда будем запускать. Нормально, парни, X5 ремонтируют. Короче, сейчас соберем сверху. Будем запускать, посмотрим. Я думаю, все будет окей. Потом я соскидаю все эти защиты, соберем, выгоним ее на улицу. Обнулим все показания. Мы поставили новый оригинальный датчик противодавления. Я думаю, все будет четко. Тачка еще поездит. Тысяча и один саморез джишки. Защит просто столько, что мне кажется, что они у них просто много было пластмассы лишней. На заводе они как бы решили. Не то, что я там что-то жалуюсь. Защита это хорошо всегда. Но когда тебе надо ремонтировать, снимать их постоянно. Еще одна. Обновляем все показания, так как у нас новый сажевый, новый датчик. Все бренд new BMW. OEM. Давай. Я же не идеальный. Вообще нет, не бывает идеальных людей. И механиков. Ну, кроме нашего оператора, конечно. Механиков идеальных тоже не бывает. Не бывает так, чтобы люди не косячили. Такого не бывает. У всех бывают какие-то косяки. Это как бы нормально. Но главное учиться, чтобы больше такого не повторялось. Да, оператор? Махни. Оператор махнул, значит, да. Все, ребятки. Момент истины. После установки нового сажевого на BMW G11 740D мы сейчас замерим нашим аппаратом Капелек количество частиц сажи перед техосмотром. Ну, мне кажется, проходит техосмотр, да? Или не проходит? Что вы думаете, дорогие друзья? По нулям. 0,1, 0,1, 1,0. Мы посмотрим ошибки. А может быть, мы завтра посмотрим ошибки. Наверное, мы завтра посмотрим ошибки. Посмотрим противодавление. И будем отдавать эту машину клиенту. Так, ну что, для вас пару секунд, для нас следующий день. Все как обычно. Вчера мы дособрали эту BMW, выгнали на улицу. Сейчас я подключусь, все обнулю. У нас же новый сажевый фильтр. Brand new, OEM, все дела. Мы его обнулим. Я первый раз его... Ну, тут в BMW это работает, когда ты обнуляешь сажевый и регистрируешь замену сажевого фильтра. Я первый раз действительно регистрирую замену сажевого фильтра, а не мойку. Ну, что такое, да, салончик? Подключимся к моторному блоку, посмотрим. У нас там была ошибка на да, эффективность сажевого фильтра очень маленькая. Сейчас мы их удалим. Так, ну мы обнулили сажевый фильтр, сбросили ошибки. Сейчас у нас ошибки не будет. Да, ошибок нет. Мы посмотрим показания противодавления нового сажевого фильтра. Интересно же?
6 миллибар. 6 миллибар на оборотах. У нас обычно так на холостом. Но все-таки это новый оригинальный сажевый. Все сбросили, у нас полграмма сажи он зарегистрировал. У нас все чистенько. Надо отправлять машинку владельцу ездить. Я думаю, что все будет четко, все будет хорошо, пока он опять не развалится. Но кто знает, может быть, вдруг это какая-то бракованная партия была. Но вообще тогда они бы, наверное, уже по отзывной компании это делали. Ну, BMW так пока не делает. Может, просто жалоб не так много. Ну, тут пробег у нас 127 681 километр, если быть точным. И это оригинальный пробег, у машины один владелец. Такая вот история. 130 тысяч проехал, и чуть-чуть надо поменять сажевый, чуть-чуть денег отдать. Но это уже не первая джишка, как я и говорил. Это 4-я уже по счету, на которой сажевый, вот сколько я не смотрю, он начинает прям кусочками отслаиваться. Ну, как он состоит из квадратиков, и всегда один из квадратиков выезжает в сторону, ну, назад, как газы давят, и начинает пропускать сажу. А у нее есть в глушителе датчик количества сажи, он меряет, и все, она регистрирует, что сажевый неэффективный. Вот такая вот история. На 3 мы помыли, на какое-то время это помогает, но он все равно будет пропускать. Здесь человек решил поставить новый. Ну, в принципе, это правильное решение. Да, это не дешево, но зато это грамотно и качественно, как мы и любим. Правильно, оператор? Вот, оператор со мной согласен. Ладно, ребятки, и девчонки тоже. Нас же по-любому смотрят разные люди. И девушки, и женщины, и мужчины, и мальчики. Кому интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, гневные, не гневные, какие угодно, любая критика. Мы вроде все адекватно воспринимаем и работаем над своими ошибками. Если кому-то что-то не понравилось, вы можете написать, что или я там что-то сделал не так, мало ли. Но это по вашему мнению. Я вам отвечу в комментариях, почему и как, зачем я сделал. Все, всем пока, до новых встреч. Каждую пятницу мы тут на ютубчике.